Всем привет! Какой у вас первый город ассоциируется со страной Испания? У меня, и я уверен, у большинства моих зрителей это не Мадрид, Валенсия, Севилья или Малага, в которую я очень хочу съездить, а Барселона, столица Каталонии. Я слышал разные мнения от своих друзей о Париже, Нью-Йорке и, о господи, о моем любимом Риме, но я не слышал ни одного плохого отзыва о Барселоне. Так что я ожидаю, что этот город будет на уровне. Здесь есть фантастическая архитектура, которую построил Гауди и другие каталонские архитекторы. Парки, площади, теплое море и горы совсем рядом. В этом ролике покажу все, что перечислил выше. Будет много кадров с Марсика. Поговорим о Каталонии и каталонцах, почему они хотят отсоединиться от Испании. Обсудим все плюсы и минусы этого города, которые также есть. Так что добро пожаловать на канал Travel Hub. Меня зовут Дмитрий Михненко. Если вам понравится видео, то подписывайтесь на канал, колокольчик ставьте лайки, оставляйте комментарии и погнали за ставкой. Дней. За это время прошел 71 километр, налетал Марсиком 41 километр, поднялся на 3 холма, побывал на 2 пляжах, сгонял на гору Монсеррат рядом с Барселоной, точно увидел больше 1000 пальм и флагов Каталонии, выпил воду из 5 родников и несколько раз даже вкусно поел. Совершил около 25 поездок на общественном транспорте и посмотрел почти все районы Барселоны. Увидел 7 произведений архитектурного искусства от Гауди и десятки от других архитекторов. Кстати, про Гауди нужно рассказать отдельно. Какая у вас первая ассоциация при слове Барселона? Хамон, футбольный клуб, баски, пляжи, море. Вот у меня одна из первых ассоциаций это Гауди. Хотя если говорить правильно, то по-каталонски будет не Гауди, а Гауди. И за моей спиной одно из его творений это Саграда Фамилия, которую он не успел завершить. Сейчас расскажу все про этого, безусловно, великого архитектора современности. Он символ этого города. Гауди создал 11 зданий в Барселоне, которые, во-первых, опередили время, а во-вторых, предопределили современный вид города. В те времена по всей Европе строили здания в готическом стиле. Они были монументальные, величественные, с четкими углами 90 градусов. Не буду углубляться. Потом людям захотелось чего-то нового и интересного, появился неоготический стиль. А потом начал творить Гауди и создал свой неповторимый стиль. Его творения выглядят как будто бы их построили не на этой планете. Вместо вот таких зданий готического стиля и вот таких зданий неоготического стиля он начал строить такие здания, без углов, парящие, с неповторимыми формами. Кстати, 7 его работ внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Если переносить эту ситуацию на современный мир, то у нас были кнопочные мобильные телефоны в начале 2000-х, и ничего кроме функции позвонить и змейки в Nokia в них не было. Потом людям захотелось большего, появились первые сенсорные телефоны. Они тупили, все так же ничего не могли, но сенсорные телефоны были новинкой, чего так хотелось людям. Это неоготика. Но потом Стив Джобс создал такой телефон, который по своей сути был все тем же телефоном, но по факту перевернул мир и, возможно, даже опередил время. То же самое с Гауди. Этот стиль полностью поменял представление об архитектуре. Во время выпуска буду показывать и рассказывать про его творение. Кстати, именно дома Гауди привлекают нормально так туристов каждый год в Барселону. Так что сейчас расскажу пару фактов про этот город. Ну что,
Пришло время статистики. Барселона заняла 18 место в рейтинге самых популярных туристических городов мира по версии MasterCard и 6-е в Европе. Это 10-й по населению город в Евросоюзе, хотя если Англия сейчас выше, тогда еще минусуем Лондон. И 2-й в Испании. Здесь живет около 1 миллиона 600 тысяч человек, плюс сюда приезжает около 9 миллионов туристов каждый год. Здесь развита промышленность и торговля помимо туризма, и соответственно, у барселонцев очень высокий уровень жизни. Это один из самых богатых городов Испании. Получается, что благодаря высокому уровню жизни самих барселонцев и большому количеству туристов, которые каждый год сюда приезжают, цены здесь не маленькие. В Барселону 100% нужно приезжать, но одна из целей моего видео – понять, стоит ли Барселона своих денег. Все, не могу больше терпеть. Сейчас покажу здание «Магнит» для всех этих 9 миллионов туристов, которые приезжают сюда каждый год. Саграда Фамилия. Покататься с видом на Саграда. Наверное, это главный символ не только Барселоны, но, возможно, и всей Испании. Хотя это здание еще даже не достроено. Его главный архитектор, естественно, Гауди. Но это видно с первого взгляда на это сооружение. Кстати, не совершайте ошибку, которую совершил я. Думал, что Саграда Фамилия — это центр Барселоны, и забронировал жилье недалеко отсюда. А оказалось, что центр города — это площадь Каталонии, и в итоге я живу чуть ближе к собору, но чуть дальше от центра. Его начали строить в 1882 году, то есть 138 лет назад. Это объясняется тем, что его строят исключительно на пожертвования прихожан, плюс каждый камень нужно индивидуально обрабатывать, ну и добавим сюда еще испанскую неспешность. Ну, просто в феврале в Китае построили больницу за 2 недели, я думаю, что с Саградой Фамилией они справились бы года за 4 так. И эта ситуация мне напомнила Акрополь в Афинах, который тоже вечно на реставрации. Ссылка на выпуск из Афин будет сверху справа. Его планируют закончить к 2026 году, к столетию со дня смерти Гауди. Но это будет окончание только внешних работ, а внутри он будет, я думаю, еще достраиваться очень долго, и наши внуки увидят, как будет доделываться внутри Саграда Фамилия. Советую покупать билеты сюда заранее, через интернет, так как в очереди живой можно простоять очень много времени, особенно летом, это может занять спокойно больше часа. Вход в собор стоит 20 евро, собор плюс смотровая башня 33 евро. Однако я советую еще брать русскоязычного аудиогида, который сможет вам объяснить все замыслы архитектора, что значит фигурки, стеклышки и другие вещи внутри этого собора. Мое личное отношение к Саграда Фамилия, мне очень понравился этот собор, но есть 2 момента, которые вообще не понравились. Первое — это строительные краны, которые находятся прямо рядом с собором, точнее не собором, а храмом. Потому что собором называют самый главный храм города, где находится его епархия. Это уже отдельный рассказ. И второй момент. Рядом с Саграда Фамилия нету достаточного пространства, чтобы насладиться этим сооружением. Для меня было бы идеально, если бы Саграда Фамилия стояла, а рядом была площадь, которая в Милане перед домом. Большая, широкая площадь, где можно полностью насладиться всем этим величественным сооружением. Вот это было бы идеально. Пожалуй, сейчас я нашел лучшее место, чтобы наблюдать за Саградой. Ваше здоровье! Геоположение с этой смотровой есть в моем инстаграме, так что welcome. Даже в феврале здесь было очень много туристов. Этот таймлапс с площади перед Саградой Фамилия. Кстати, деревья в горшках выполняют не только декоративную, но и защитную функцию. Если, не дай бог, произойдет какой-то террористический акт, то на пути взрывной волны будет несколько сот килограммовых деревьев, и это значительно уменьшит силу взрывной волны. Про самую главную достопримечательность Барселоны рассказал, и пришло время поговорить про главное место города – площадь Каталонии. В
1858 году правительство Барселоны распорядилось убрать защитные стены и расширять город. Именно в этом месте появилась площадь Каталонии, то есть она стоит на границе старой Барселоны, там где готический квартал, и новой Барселоны. И она очень молодая, ей буквально 150 лет. Во многих путеводителях сказано, что это чуть ли не одна из самых красивых и просторных площадей Европы. Ну такое, мне лично 3 из 5. От площади в 9 направлениях отходит 9 улиц, и поэтому ее иногда еще называют Солнце. Рядом с площадью Каталонии находится пересечение 3 веток метро, поэтому сейчас поговорим про барселонское метро, и оно очень крутое. Поехали! Перед метро хочу посоветовать место, где можно вкусно, недорого поесть возле площади Каталонии с лучшим видом. Если проголодаетесь в районе площади Каталония, не идите в Макдональдс, Starbucks, Subway, заходите в торговый центр El Corte Inglés, на последний этаж, здесь столовка, но готовят очень вкусно. Но самое главное, что в ней есть, это шикарный вид на всю Барселону. Это заведение находится здесь, слишком мало контента, тогда вот вам это же место с Марсика. И там я снял такой таймлапс. Здесь видно, что город на вечной реконструкции и стройке. С этим я столкнулся не раз, что не в сезон многие туристические объекты частично или полностью на реставрации. Окей, возвращаемся к метро и в целом поговорим про общественный транспорт Барселоны. И здесь я хочу сказать, что эта система вызвала у меня полнейший восторг. Естественно, в таком большом городе, как Барселона, с 1,6 миллионами местных жителей и 9 миллионами туристов каждый год, транспорт должен работать как часики. Здесь есть метро, автобусы, трамваи, фуникулеры, канатные дороги, морской транспорт, электрички. Все, что только можно придумать. Начну с метро. Оно здесь появилось в 1924 году, то есть на 9 лет раньше, чем в Москве, и на 36 лет раньше, чем в Киеве. Здесь 12 веток и 187 станций. Обожаю города, в которых к любой точке можно доехать на метро. Оно без шика и лоска, как у нас, но очень эффективное. Поезда в 6 вечера в будний день могут идти с интервалом 3-5 минут, и они будут полупустыми. Между вагонами здесь часто можно перейти, и это также помогает равномерно распределить нагрузку по всему поезду. Барселонское метро стало известным во всем мире благодаря массовому использованию 3 перронов на станциях. То есть перрон слева, есть перрон посередине и есть перрон справа. Благодаря этому уменьшается количество времени, которое требуется на то, чтобы выйти и войти пассажирам, и уменьшается давка на станциях, если много людей. Вот сейчас будет видно, что двери открываются в 2 стороны у вагона. Метро настолько удобно благодаря очень грамотной транспортной политике города. Здесь создали все условия для того, чтобы люди пользовались велосипедами и электротранспортом. На большинстве дорог есть отдельные полосы для них, которые отделены пластиковыми ограничителями. Также есть суперкварталы, про них я расскажу чуть позже, где можно ездить только местным с ограничением 30 км, а у пешеходов и велосипедистов приоритет. Плюс, мне кажется, на 90% дорог в Барселоне одностороннее движение. По крайней мере, пробок за 6 дней я почти не увидел. Из минусов. Переходы между линиями могут быть узкими, душными, неудобными. Иногда нужно пройти несколько туннелей, чтобы дойти до своей станции. Плюс иногда можно протупить и спуститься не на тот перрон, и чтобы пройти на другой, нужно выходить через улицу. Но про это я расскажу через минуту. Еще в Барселоне есть 109 дневных и 20 ночных автобусных маршрутов. Я еще не говорил, что Барселона это супер урбанистичный город. Так вот, здесь применили схему горизонтальных и вертикальных автобусных маршрутов. Они так и называются V19 или H26. Доступно, понятно и эффективно. То есть в идеале у человека максимум 1 пересадка. Причем на улицах есть информация, нанесенная прямо на асфальт, как от выхода из метро дойти до остановки. Это удобно и доступно для туристов. Еще есть 6 линий трамваев и 56 остановок на них. Люблю, когда между трамвайной колеей растет трава. Да, это дороже, но выглядит супер. Такой же подход применен в Варшаве, и я думаю, что это показатель уровня урбанизации города, когда рядом с твоим домом проезжает низкопольный трамвай по зеленой траве, а не старый чехословацкий вагон по ржавым высоким рельсам. Кстати, в Испании есть крутые скоростные поезда, которые доезжают от Барселоны до Мадрида 600 километров за 2 часа 40 минут. Так что можете смотаться на денек в Мадрид.
Еще есть 3 фуникулера и канатная дорога. Проезд стоит 2,4 евро. Советую брать карту T-Casual, которая стоит 11,35 на 10 поездок. В интернете было много информации про карту T10, которая стоила 10,2 евро. Но с 1 января 2020 года ее убрали. И ввели карту T-Casual, у которой те же самые условия, но стоит она уже 11,35. Один билет действует 1 час 15 минут, но ей может воспользоваться только один человек. Первые пару дней мы ей пользовались вдвоем, а потом абсолютно случайно узнали, что она оказывается для одного. И лучше так не делать, так как штраф за безбилетный проезд в Барселоне 100 евро. Купить проездной можно в метро, на вокзале или табакошоп, расположенных по всему городу. Эти цены касаются первой центральной зоны Барселоны, где расположены все достопримечательности. Правда, я заметил один минус. На некоторых станциях метро есть перроны с двух сторон, и перейти между ними внутри станции нельзя. Нужно выйти на улицу, перейти дорогу и зайти вновь. Так вот, по карте T-Casual пробивалась новая поездка. Неприятненько. Барселона — это один из немногих городов, где классические таксисты победили Uber, и он ушел оттуда. Так что не рассчитывайте на дешевое такси в столице Каталонии. Но в целом общественному транспорту в Барселоне я ставлю 5 из 5. Я давно не видел, чтобы в таком большом городе не было пробок и давки в метро в час пик. Кстати, из аэропорта Барселоны можно добраться в центр по карте T-Casual. Сейчас расскажу, как это сделать. Возле Барселоны есть несколько аэропортов, но самый популярный — это Эль Прат, про него я расскажу. Это второй по величине аэропорт в Испании и самый крупный аэропорт на побережье Средиземного моря. Есть 4 способа, как можно из него добраться до центра Барселоны. Первый способ — это автобусы. Есть 2 вида автобусов. Автобус шаттл за 5,9 евро, который делает минимальное количество остановок по пути в центр, и обычный автобус за 2,4 евро. А плюс на него действует карточка T-Casual. Второй способ — это такси, оно стоит около 35 евро. Третий способ — это метро. К аэропорту ведет 9-я линия барселонского метрополитена, но стоимость необычна, а 5-15 евро, и карточка T-Casual не действует. И последний способ, которым воспользовался я, это поезд. Минус этого способа в том, что он отправляется только от второго терминала аэропорта Эль Прат. Мне пришлось доехать на бесплатном шаттле от первого до второго терминала за 10 минут. А плюсы в том, что он также стоит 2,4 евро, на него действует карточка T-Casual, и особенность барселонского билета в том, что он действует 1 час 15 минут на любой вид транспорта. Вы можете пересаживаться и так далее. Поезд доезжает до центра за 25 минут, и у меня остается время, чтобы я мог пересесть на метро, автобус, либо другой вид транспорта и доехать до своего отеля, и все это будет в пределах одной поездки. Если бы я поехал на автобусе, который стоит таких же денег, 2,4 евро, во-первых, он бы доезжал не до центра, во-вторых, он бы мог попасть в пробку в Барселоне, и я бы не успел доехать до отеля за одну поездку. Сори за столь длительный рассказ про транспортную систему Барселоны, но мне кажется, что это было важно рассказать для человека, который только собирается сюда приехать. Давно не вспоминали про старичка Гауди, поэтому сейчас расскажу про квартал Несогласия и дом Бальо, который находится в нем. В Барселоне есть небольшой район, который называется квартал Несогласия. Он так называется из-за стилистической неоднородности зданий, которые находятся в нем. Это дом Бальо, дом Амалье и дом Лео Бареза. Это дом Бальо за моей спиной. С испанского или каталонского он переводится как «дом костей», и его архитектором был Гауди. Точнее, не архитектором, а он реставрировал это здание. Хотя это можно не уточнять, тут по внешнему виду все и так видно. В здании практически нет прямых линий. Этот дом Бальо является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, и, по мнению исследователей творчества Гауди, именно с этого дома он уже перестал оглядываться на какие-то другие архитектурные стили и начал творить в своем собственном. И тут я хочу вернуться к вопросу о стоимости туристических мест в Барселоне. Вход в дом Бальо стоит 25 евро для взрослых. Плюс есть билет за 39 евро. Вас пускают за полчаса до открытия, чтобы можно было сделать красивые фотографии внутри без толп туристов. Для сравнения, билет на Эйфелеву башню стоит 16,6 евро на лифте, а билет в Колизей стоит 16 евро. Напишите в комментариях, как вы считаете, адекватная ли эта цена за дом Бальо. Это дом Амалье за моей спиной. Его построил, опять-таки, каталонский архитектор Пуч и Кадафалько. И это здание построено в стиле между неоготикой и модерном. И что самое обидное, оно находится рядом с домом Бальо.
Но дом Бали построил Гауди, и поэтому возле него толпы туристов. А возле дома Амалье вообще никого нет. Хотя оно тоже достойно внимания. При покупке билетов в дом Амалье онлайн они будут стоить 20 евро 40 центов. И эта цена также отнюдь не маленькая. Еще одно яркое здание в квартале Несогласия в Барселоне — это дом Лео и Марьеры. Его построил архитектор Луис Доминек и Монтанер. Кто бы вы думали? Да, снова каталонец. Заказчик ему сказал: слушай, начинается 20 век, давай построим дом, который бы символизировал достижение человечества к 20 веку. И мне кажется, архитектор успешно справился с этим. На 3-м этаже, по краям балконов, он посадил 4 девушек, которые в руках держат, как тогда казалось, архитектору достижения человечества к началу 20 века. Это фонограф, телефон, фотоаппарат и электрическая лампочка. Как думаете, сколько вход стоит сюда? Скорее всего, вы ответили неправильно. Нисколько. Это частное владение, и экскурсии сюда не водят. Все 3 дома находятся на расстоянии 100-200 метров. Вот так вы можете пройти это расстояние за минуту, даже не обратив внимания на объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. А можете провести здесь половину дня. На канале Travel Hub я делюсь своими эмоциями от города. Эти дома, конечно же, 100% стоит увидеть. Но не стоят они тех денег, которые за них просят. Я думаю так. А сейчас покажу менее раскрученные места для местных, но они навсегда останутся в моем сердце. Это Триумфальная арка и парк Цитадели рядом. Триумфальная арка — это бомбическое место. Ее построили в 1888 году ко Всемирной выставке, и это самая красивая арка, которую я видел в своей жизни на данный момент. А видел я их в Париже, Милане, Генуе, Москве и Бухаресте. Ценность этого места. Здесь огромные пальмы и много попугаев. Ну а когда над тобой летает попугай, какое бы у тебя не было настроение до этого, оно у тебя точно будет хорошим. Я бы взял свежевыжатого апельсинового сока, круассан, книжку и пришел бы ее читать сюда на целый день. Под теплым барселонским солнцем, шелестом пальм и пением попугаев. Я просто оставлю эти кадры с попугаями здесь. Что для меня парк Цитадели? Это посмотреть на то, как живут местные люди. Они здесь репетируют чирлидерство, просто танцуют, наслаждаются фонтаном красивее, чем в Версале, смотрят на апельсины, которых не так много в этом городе, как я ожидал, плавают на лодке, подкармливают чаек, наслаждаются попугаями или просто идут в зоопарк. В общем, этот парк про то, как живут и что ценят каталонцы в своем родном городе. На удивление, здесь было немного туристов, хотя мне кажется, что побывать в таком парке это важнее, чем увидеть какой-нибудь сумасшедший дом Гауди. Да простят меня все люди, которые заплатили 25 евро за дом Бальо или Мила. Кстати, про дом Мила. Это последнее творение Гауди перед тем, как он занялся созданием Саграда Фамилия. Здесь он хотел передать хрупкость и громоздкость одновременно. А вдохновили его на такой фасад морские волны на пляжах Каталонии. Но я вас предупреждаю, если захотите что-то узнать у местного жителя в парке Цитадели, то очень вряд ли у вас что-то получится, потому что ответ будет смесь английского, испанского, каталонского, еще и с непонятным акцентом. Я так понял, что у каталонцев вообще проблемы с английским языком, хотя в Испании они считаются достаточно образованными людьми. Если подходишь к местному, что-то спрашиваешь у него на английском языке, то он может с серьезным выражением лица начать тебе отвечать на английском языке, а потом, не меняя выражение лица, продолжить на испанском или каталонском отвечать. А если даже он тебе ответит полностью на английском языке, то хрен что поймешь с их акцентом. Зашел в кафешку, говорю: can you give me hot tea, please? Они пиво мне принесли. Потом: can you give me a bill, please? Они спрашивают: вапента? Откуда я знаю, что такое вапента? Говорю: окей, вапента. В итоге вапента это счет, так что теперь вы знаете, что на испанском или каталонском вапента это счет,
Но сам факт того, что перед поездкой в Испанию советую подучить хотя бы цифры. Вам это очень поможет в общении с местными людьми. А если вы здесь задержитесь на месяцок, так, то вы уже будете неплохо так говорить на испанском языке, потому что на английском с вами здесь никто не будет говорить. В путеводителях я нашел одно место, которое советовали посетить рядом с Триумфальной аркой. Это Венецианская улочка. Мне не очень понравилась она. По факту это один дом, но весь в цветах. А вот эти стулья для одного, раскиданные по всему городу, это прям любовь с первого взгляда. Если будете на Триумфальной арке, лучше пойти на море. Оно совсем рядом. Причем, не обязательно идти туда только летом. В Барселоне около 4 километров пляжей. Рядом с Барсой они, конечно, получше, но и в самом городе есть пляжи с голубым флагом. Сейчас февраль, я, конечно, их тестировал не полностью, но в Барселоне 300 солнечных дней в году. И прийти посидеть у моря в любое время года – это то, что Гауди прописал. Вдоль всей набережной есть специальные дорожки, так что взять на прокат велосипед или самокат будет хорошей идеей. Читайте внимательно про пляж, на который пойдете. Например, на пляже Сан-Себастьян можно встретить нудистов или однополые пары. Если вам нужно потусить, тогда go на Барселонетту. Я бы туда пошел в первую очередь. Ну, мне просто нравится название. Кстати, Барселонета это не только пляж, но и целый район. Там красиво. Обязательно пройдитесь по нему. Также район Барселонета находится рядом с портом. Порт в Барселоне существует с момента ее основания. Именно благодаря его удобному и выгодному месторасположению город смог возвыситься над другими поселениями в регионе. Туристам наиболее интересен старый порт. Обязательно найдите время, чтобы прогуляться по его променаде. Плюс из старого порта можно добраться на фуникулере до холма Монджуик. В Барселоне многие районы названы в честь холмов, на которых они расположены. Отдельно хочу рассказать про Монджуик. Здесь есть Национальный музей искусств Каталонии, Национальный дворец, телевышка, олимпийские объекты, которые были построены к 1992 году, испанская деревня и магический фонтан, который 100% стоит посетить. Мне это место понравилось тем, что здесь можно провести много времени в свое удовольствие, и отсюда открывается классный вид на город. Я подготовил много информации про магический фонтан, но, как я уже говорил в начале, некоторые популярные места были на реставрации. Магический фонтан, к моему большому сожалению, в том числе. Но отзывы про это место хорошие и фотографии супер, так что обязательно туда сходите или напишите в комментариях, как вам, если вы там уже были. Про испанскую деревню также буду краток. Редко, когда встретишь на TripAdvisor рейтинг 3,5 из 5. Испанская деревня достигла этого уровня. Хотя во многих статьях это место в топ-20 лучших. Создатели проехали 1600 населенных пунктов в Испании и создали деревню из 117 зданий, улиц, площадей из разных регионов страны. Из того, что понравилось на холме, это вид, здание Каталонского музея и то, что вместо лестниц здесь стоят эскалаторы. Но это же рай для тех, кто не любит топать в гору пешком. Кроме этого, на Монджуике есть Олимпийская деревня. Здесь проходила Олимпиада 1992 года, и это было последнее крупное соревнование, где выступала еще объединенная советская сборная, но уже под нейтральным олимпийским флагом. А если подняться выше, то можно дойти до крепости Монджуик на вершине горы. За моей спиной крепость Монджуик. Построили ее в древние времена, но запомнилась она больше тем, что во времена диктатора Франко здесь был казнен бывший президент Каталонии Луис Компанис. Он был первым человеком в Каталонии, который начал произносить публичные речи против Испании. Сюда ходит фуникулер с порта, но вот, правда, сейчас февраль, и он закрыт, поэтому пустили дополнительный автобус взамен с площади Испании. Я вообще сюда шел пешком, это заняло около 30-40 минут, и не пожалел об этом, потому что по пути открываются классные виды на Барселону. Вход в сам замок стоит 5 евро. Я посчитал, что это дорого, туда не пошел, но если пройти за замок, за поворот, то там открывается классный вид на торговый порт Барселоны. Если вам такое интересно, посидеть, понаблюдать, как кипит жизнь в порту, как работают краны, ходят корабли и так далее, то...
если мы заговорили про Луиса Компаниса, то, я думаю, пришло время рассказать про отличия между Каталонией и Испанией. Ну что, пришло время поговорить про серьезные темы. Разницу между Каталонией и Испанией на фоне этих гор, которые символизируют свободолюбие каталонцев. Во-первых, это язык. В Каталонии, конечно, говорят на испанском языке, но все-таки родной язык для них каталонский. И это не диалект испанского, как многие могут подумать. Это самостоятельный язык, который даже больше похож на микс между французским и итальянским языком, чем на микс между испанским и португальским языком. Во-вторых, это кухня. Ну, она не сильно отличается, но все-таки в Каталонии есть большое влияние моря и французской кухни. В-третьих, это культура. Если в испанцы считаются такими добрыми, отзывчивыми людьми, вечно на расслабоне, то каталонцы считаются такими серьезными, целеустремленными, работоспособными людьми, ну, по меркам Испании. И в-четвертых, самое главное, это экономика. В Испании есть два самых мощных региона, это Мадрид и Каталония. У них примерно по 18-19% от всего ВВП. Но в Каталонии считают, что это нечестно, когда 16% населения платят 25% всех налогов в стране. Вот эти лозунги, когда какой-то регион кормит такую-то страну, они к хорошему никогда не приводят. И именно это является причиной миллионных митингов за референдум по независимости Каталонии. И слово «миллионы» — это не гипербола. В 2017 году действительно больше миллиона каталонцев вышло на такой митинг. Ну и дам совет от себя: никогда, ни за что не заговаривайте с каталонцами о независимости и референдуме, потому что этот разговор может продлиться очень долго. Если вдруг, не дай бог, у вас все-таки зашел такой разговор, то кивайте, соглашайтесь со всем, даже если вы ничего не понимаете, может быть, вас пронесет, и этот разговор закончится быстро. При всех проблемах взаимоотношений Испании и Каталонии нужно понимать, что далеко не все местные жители страстно желают отсоединиться от Испании. И плюс у Каталонии очень широкая автономия. Например, в школах дети учатся только на каталонском языке. Может быть, благодаря именно тому, что каталонцы считаются очень читающей нацией, они настолько преуспевают и в искусстве, и в бизнесе. Я уже давно не видел в Европе таких больших и крутых книжных магазинов. А во время манифестаций анархисты, проходя мимо полицейских участков, кричат: «Здесь будет библиотека, когда мы победим». В общем, я думаю, что смог вам объяснить всю суть конфликта между Испанией и Каталонией в рамках нескольких минут моего ролика. А сейчас хочу рассказать про гору Монсеррат, на фоне которой я рассказывал вам про разницу между этими двумя регионами. Если вы посмотрели все дома Гауди в Барселоне, накупались в море, накатались на велосипеде, купили все, что хотели, или вам просто надоели толпы туристов, то пришло время ехать в горы. И, пожалуй, Монсеррат — это то место, где я сейчас нахожусь. Это лучшая гора, куда стоит уехать из Барселоны. Монсеррат находится в 50 километрах от Барселоны. Здесь есть храм, который построили в 9 веке. С 1987 года это национальный заповедник, и виды отсюда открываются просто шикарные. Сейчас вам их покажу. Когда я искал на ютубчике, как сюда можно добраться, то в основном предлагают способ с помощью поезда, который стоит 12,75. А сейчас расскажу, как можно сэкономить 7 евро. Каждый день в 9:15, один раз в день, с автовокзала Санс отправляется автобус, который стоит 5,75 и привозит вас в абсолютно то же самое место. Так что пользуйтесь лайфхаком, а сейчас виды, которые отсюда открываются.
Вставлю кадры, где нужно садиться на автобус, так как я нашел это место не сразу и вначале пошел на ЖД вокзал. По итогу, мне горы понравились, наверное, просто не существует гор, которые мне бы могли не понравиться. Но, так как я прожил 2 года в Крыму и видел такие отвесные скалы достаточно часто, наверное, они меня не впечатлили настолько сильно, как Кавказ или Карпаты, например. Здесь можно почилить часа 3-4, хотя все мои знакомые говорили в один голос, что это лучшее место и здесь нужно проводить целый день. Кстати, если вы думаете, что на Монсеррате не будет туристов, то вы очень сильно ошибаетесь. Обратно тот же автобус уходит в 5 вечера и идет до Барселоны 1 час 20 минут. Если же вам нужно уехать в другое время, то вы можете воспользоваться канаткой или фуникулером, а потом пересесть на поезд, который идет в Барселону раз в час. Если вы налегке, советую выбирать канатку, с нее открываются лучшие виды. Стоит ли это удовольствие 25 евро и дня, не проведенного в Барселоне, решать только вам. Но мне кажется, не стоит. Но повторюсь таки, я такие горы видел часто, и виды открываются с Монсеррата действительно шикарные. Если же на Монсеррат у вас времени ехать нет, а на какой-нибудь холм подняться хочется, тогда нужно ехать на Тибидабо. Это самая высокая точка Барселоны, с которой видно весь город. Бешеная поездочка у меня сегодня получилась на холм Тибидабо. Сейчас все расскажу. Холм Тибидабо — это самая высокая точка Барселоны, и во всех путеводителях советуют к ней съездить. Я подготовил для вас классный текст, как легко туда добраться. Вначале нужно доехать на метро до последней станции гора Тибидабо, потом сесть на автобус номер 196 и не попасть на развод для туристов в виде синего трамвая, который идет по тому же маршруту и стоит 5,5 евро. Потом сесть на фуникулер, который стоит туда-обратно 7,7 евро, и попасть на самую высокую точку Барселоны. Но что-то пошло не так. Я это понял, когда садился в автобус, не увидел синего трамвая, думаю, ну ладно, может быть он где-то едет. Когда приехал на конечную станцию автобуса, я понял, почему его не было. Фуникулер оказался на реставрации вне сезон. Я проложил пешеходный маршрут до вершины горы. Оказалось, что мне нужно идти 1 километр, а это было 5 вечера, а в 6 вечера закат, и смысла идти туда пешком не было. Но мне повезло, нашел людей, которые тоже не попали на холм. В итоге мы вчетвером поехали на такси на вершину горы, вышло 15 евро, что в принципе не так-то и дорого, если учитывать, что фуникулер стоил 7,7. Я сразу же побежал для вас ставить камеру, снимать таймлапс с церкви. Через 10 минут пришли, сказали, церковь закрывается. Побежал ставить камеру на смотровую, на Тибидабо. Через 10 минут пришли, сказали, смотровая закрывается. В итоге провел я там 30 минут, Марсика не запустил, таймлапс не снял, промерз, но зато увидел самый лучший вид на Барселону. И потом начался самый интересный квест, как добраться обратно. В итоге нужно сесть на 111 автобус, доехать до конечной, пересесть на фуникулер, спуститься на фуникулере, с фуникулера перейти на ЖД-станцию, сесть на поезд, доехать до площади Каталуния и потом пересесть на метро и поехать уже куда тебе нужно. Квест еще тот. Плюс в том, что это можно сделать в одной поездке по карте T-Casual, то есть она вам будет стоить 1,15 евро. Ну а теперь про сам холм Тибидабо. Это самая высокая точка Барселоны с высотой 512 метров. Там есть очень красивая церковь, на нее можно подняться еще наверх. Лифт стоит 3,5 евро, там еще лучший вид. Там очень сильный ветер и самый лучший вид на Барселону. В итоге, на мой 6-й день в столице Каталонии, могу сказать, что самый лучший вид в Барселоне открывается с бункера Эль Кармель. По соотношению цена-качество, то есть насколько тяжело или легко туда добраться и какой вид вы получаете. Так что сейчас покажу кадры с Тибидабо, которые получилось снять, а потом расскажу про этот бункер. Погнали!
Бункер дель Кармель построили в 1937 году в разгар гражданской войны. И тогда он выполнял стратегическую функцию. Потом его демонтировали и превратили в одно из лучших смотровых города. Место уникально тем, что оттуда открывается вид на 360 градусов. И оно популярно в основном среди местной молодежи. Там не так часто можно увидеть толпы туристов. Такой текст я написал до того, как поднялся на бункер. И в принципе все это правда. Да, вид действительно супер, но пожалуйста, копирайтеры, не пишите, что эта локация для местных и туристов там нет. Ну хотя бы фотографии в Инстаграме посмотрите по геоположению. Посвящается всем копирайтерам, которые пишут, что бункер это не очень популярное место. Сюда нужно брать бутылочку испанского вина и приходить на целый вечер. Совет: если на холме будет много людей, то спускайтесь с него со стороны северо-востока, и по пути вниз будет несколько классных мест с лавочками, вид с которых не хуже. Панорама Барселоны, конечно же, красивая, но мне не понравились высотные здания, которые портят общий вид города. На этом случайно снятом контрастном кадре видно, как они выделяются. Вживую эти здания реально портят вид. Если хотите посмотреть, как должна выглядеть панорама города, то добро пожаловать на мой ролик про Афины. Особенно меня неприятно поразило это здание. Для меня так и осталось загадкой, как можно было построить такое на берегу моря. А вот башня Акбар мне реально понравилась, так что вот вам чуть-чуть урбанистичности в этот ролик. Раз я начал показывать урбанистичные вещи в Барселоне, то я просто обязан рассказать про суперкварталы. Что это такое? Если посмотреть на Барселону сверху, то видно, что жилые кварталы в ней располагаются квадратными блоками. За это отдельное спасибо скажем Ильдефонсу Сердо, который создал генеральный план Барселоны после того, как убрали средневековые стены. И что самое интересное, он до сих пор соблюдается. Так вот, эти кварталы сейчас закрывают от машин не местных жителей, сужают дороги, а местным разрешают в них заезжать, но с ограничением скорости в 10 или 30 км в час и приоритетом пешеходов. Все остальные машины едут по границе этих блоков. Минусы решения. Бизнес жалуется, что им сложнее подвозить товары, кондиционеры и другое оборудование. Но плюсы перекрывают минусы. У жителей квартала становится больше общественного пространства, где люди могут проводить время, популяризируются велосипеды, улучшается экология, увеличиваются зеленые зоны, появляются лавочки, террасы, кафе, уменьшается количество автомобилей и шума. В таких местах можно ставить летние кинотеатры или делать места для занятий йогой, например. А еще у жителей этих суперкварталов меняется идеология. Они начинают себя ассоциировать не только со своим домом или двором, а с целым кварталом, заботятся и облагораживают его. По планам мэрии автомобилистам останется только каждая третья улица в городе, а все остальное отдадут пешеходам и велосипедистам. В Барселоне в любом районе есть метро в пешеходной доступности. И таким образом потребность в машине просто пропадает. Как по мне, супер. А сейчас покажу, как барселонцы не только создают новое, но и стараются сохранить старое. Вот один из примеров того, как каталонцы пытаются сохранить свое прошлое. Этот знак еще с 19 века, который знал, что отсюда выход для повозок. То есть это была односторонняя дорога, и на улицах был знак либо вход, либо, то есть односторонняя дорога, либо солида, то есть выход. Сюда нельзя идти. Вот, так как улочки были узкие, и здесь две лошади с повозками пройти не могли. Если вам захочется найти побольше таких анахронизмов в Барселоне, то, я думаю, лучшее место – это готический квартал. Готический квартал – один из старейших районов Барселоны. В отличие от других, здесь узкие, кривые и темные улочки. Здесь можно почувствовать дух средневековой Барселоны. Тогда это был типичный заурядный средиземноморский город, в котором не было суперкварталов.
Когда я гулял по готическому кварталу, я себя словил на мысли, что именно таким представлял лютный или темный переулок, который примыкал к косому переулку в Гарри Поттере. Это то место, где продавались темные артефакты. Из минусов там было много каннабис-шопов, и в целом я себя чувствовал не очень комфортно и уютно. Я бы там не провел больше, чем 1,5 часа. А из плюсов я там нашел Королевскую площадь, и вот она просто красавица. После Королевской площади в Барселоне хочется рассказать еще про одно различие Барселоны от Испании. В Каталонии запрещена коррида. За моей спиной здание, где раньше проводилась коррида. Сейчас в Каталонии она запрещена, здесь сделали торговый центр со смотровой наверху. И, пожалуй, это доказательство того, что местное правительство с уважением относится к мнению большинства жителей города. Местные выступили против корриды. В Каталонии запретили корриду. Когда сюда пришел Uber, местные таксисты устроили митинг. В итоге в Барселоне запретили Uber. Когда по городу расставили электровелосипеды, байки, самокаты, чтобы местные пересаживались с машин на здоровый вид транспорта, в итоге прокатчики, которые сдают велосипеды для туристов, устроили митинг. В итоге в Барселоне сделали красные велосипеды, много точек для местных по очень низким ценам, а для туристов сдаются велосипеды, как раньше, за очень большие деньги. Еще возле готического квартала мне понравился вот такой дом с глазами, инсталляция «Поцелуй свободы» и, естественно, самая главная туристическая улица Барселоны – Ла Рамба. Сейчас расскажу подробней. Покажу вам чуть-чуть нетуристических мест Барселоны. За моей спиной инсталляция, которая называется «Поцелуй свободы». Однажды один популярный каталонский фотограф попросил своих читателей, чтобы они прислали ему фотографии, которые ассоциируются у них со словом «любовь». И из около 4000 снимков он создал эту инсталляцию, которая издалека выглядит как поцелуй, а если подойти ближе, то там много-много мелких фотографий. Эта инсталляция несет в себе два смысла. С одной стороны, это про любовь между людьми, а с другой стороны, ее поставили в 2014 году к 300-летию даты, когда Каталония потеряла свою независимость. И ее назвали «Поцелуй свободы» как символ того, как каталонцы стремятся к своей независимости. Ла Рамба – это самая популярная туристическая улица в Барселоне. Каждый день здесь проходит около 200 тысяч человек, и по ощущениям она мне очень понравилась, напоминает Елисейские поля в Париже. Обязательно запланируйте где-то час, чтобы полностью пройтись по Ла Рамба в Барселоне. Получите классные эмоции. Если у вас будет время, обязательно зайдите на рынок Лобыкерья рядом с улицей Рамбла. Там есть много вкусной и разнообразной местной еды. Ну что, где-то 50 минут назад я начал этот ролик с Гауди, пожалуй, им я и закончим. Парк Гуэля. Сейчас я нахожусь в одной из визитных карточек города, это парк Гуэль. Здесь есть пряничные домики и скамейка ящерица, которая является одними из символов Барселоны. В 2019 году вход в этот парк стоил 7 евро, а в 2020 году он уже стоит 10 евро. Но вход в сам парк бесплатный, и платная часть лишь та, где поработал сам великий Гауди. Во многих путеводителях сказано, что сюда стоит приходить с утра, чтобы было поменьше туристов, но я не рекомендую, потому что, когда вы будете фотографировать эти пряничные домики, то на заднем фоне будет солнце, так что лучше приходите во второй половине дня. Парк был придуман Гауди как зеленая живая зона. Его строительство началось в 1901 году. Дома в этом парке планировалось продавать, но в те времена почти никто не захотел жить на окраине города. В итоге один из домов выкупил сам Гауди. Многие задаются вопросом, почему парк носит имя Гуэля, хотя строил все Гауди. Гуэль был богатым барселонским предпринимателем, на земле которого построили этот парк. Именно он давал первые заказы Гауди и ввел его в высший свет каталонского общества. Это дало ему возможность получить первые серьезные заказы. Парк входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
И перед финалочкой хочу дать вам один совет. Всегда смотрите за своими вещами в Барселоне. Так как по испанским законам кража до 400 евро – это уголовно ненаказуемое деяние. Ну и соответственно воришек здесь очень много. Ну что, пришло время финалочки. И хочу сказать, что Барселона, конечно, не разочаровала. Особенно в этом месте пляж, море, солнце греет, люди тут рядом загорают. И все это в феврале. А в моем родном городе сейчас снег, хотя тут 3,5 часа лета. Меня впечатлила архитектура этого города. Как здесь устроена транспортная система, урбанизация, суперкварталы. Опять-таки повторюсь, попугаи, но они вообще создают другое ощущение города. И я пришел к выводу, что, наверное, Барселона лучший или, может быть, один из лучших городов, но для местных жителей. Часто можно встретить картину, когда старики играют в питанг, кто-то танцует, кто-то играет на испанской гитаре или просто общается громко с друзьями и счастлив в этот момент. У меня сложилось мнение, что местные люди здесь не выживают, не проживают жизнь, а живут на полную, причем в любом возрасте. Ну а что насчет Барселоны для туристов? И мне кажется, здесь уже все не так однозначно. Мне лично Барселона попала не на 100% в сердце. Мне кажется, что самые популярные достопримечательности, переоценены. Как можно брать 33 евро за вход в недостроенную Саграда Фамилия вместе со смотровой башней? Как можно брать по 25 евро за вход в дома Гауди, каким бы великим он ни был? Или 10 евро за вход в парк Гуэль на ту небольшую площадку, где поработал Гауди? Мне кажется, это слишком большие деньги. Я тут посчитал, за вход во все масс-маркет места для туристов нужно заплатить около 200 евро. Так что мой вердикт таков. Если вы уже искушенный турист и вас не удивляют какие-то вещи в других городах, а ваше финансовое положение уже позволяет, то приезжайте в Барселону. Всем спасибо, что досмотрели этот большой выпуск до конца. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Это для меня очень важно, и это моя самая главная мотивация делать еще больше новых видео. Напишите в комментариях, если вы уже были в Барселоне, какое ваше мнение об этом городе. А если вы только собираетесь туда поехать, то как вам это видео? Всем спасибо за просмотр. Увидимся в новом городе.